Продолжается репортаж с DreamHack Summer 2015. Со мной рядом Александр Юрьевич, также известный как Хвост, Золотое копыто и пропеллер 2015, 2014 и предыдущие года. Из команды Na'Vi, если кто не знает, и сегодня обыграли Непов и, собственно говоря, прошли в основной раунд DreamHack, можно так сказать. Как ощущения? Хорошее ощущение. Ну, хоть мы играли не очень хорошо, но в итоге все-таки прошли. Завтра будем получше себя чувствовать. Ну, Дэнди говорил, что вообще на изичах не ощутил никого. Ты ощутил кого-нибудь? Ну, Дэнди? команды, они очень плохо играли, враги. Если Непы еще хоть что-то пытались, то вторые вообще там непонятно, что делали. Друг друга подставляли, один убегал, друга нападал. Ну, в общем, как паблик был такой. То есть, ну, повезло нам. Ну, вы ожидали, что Непы все-таки, они сейчас там MLG выиграли, то есть... Ну, что с ними будет потяжелее. То есть для вас это было сюрпризом, что они так... Или это был один рулетка? Да, был один... Ну, в основном рулетка, как бы, да. Если ты можешь сделать ставочку получше просто. Ну, и, судя по всему, мы угадали. Вот. Ну, они тоже не знаю, то ли не готовы были, но... Так они по пику немного просели, и потом делали тоже не совсем круто. Ну, опять же, мы тоже ошибались, но там ребята все за меня сделали. Я вообще в игре ничего не делал, ходил, крипов бил. Да, так всегда бывает. Но иногда хоть что-то полезное, а тут типа вообще ничего не делал. Ты видел видосы Бэтбоя? Ну, то есть наверняка. Конечно. И там ты в нескольких фигурировал. Какой тебе больше всего нравится? Больше нравится последний. Ну, я не знаю, насколько он последний, но там, где команда Артстайла, по-моему, называется. Да. Вот, я несколько раз его смотрел, там даже репостил, очень крутое видео он сделал, причем, ну, человек настолько все делает приближенно к реальности, что кажется, что он рядом с тобой сидит, да, и как-то наблюдает за тем, как вы общаетесь, какими вы словами друг друга называете, там, и так, ну, в позитивном, само собой, ракурсе, вот, и, ну, очень круто, мне нравится, как он делает. В плане именно поддержки, ты, ну, насколько ты рад, что у вас есть, ну, не знаю, можно правильно ли его назвать таким словом, как поклонник, но человек, который делает вот такое, то есть ты чувствуешь какой-то фидбэк именно со стороны, как бы, сообщества, то, что вот оно тебе дает вот такую поддержку, а не как раньше, там, четверочка, там. Ну, тоже... Как бы к сарказму я хорошо отношусь, да, там четверочка и четверочка. Мне не важно, когда надо, я заказываю что-то там себе и окружающим, вот. Но он же делает не только про нас, а вообще про СНГ комьюнити, там, ну, про все актуальные темы. То есть для него любой какой-то скандал там или изменение, или турниры, для него это уже как бы тема, вот. И мне очень нравится, я каждый раз пересматриваю и там советую всем своим друзьям, как возможно, его тоже пиарю. И очень приятно, да, комьюнити тоже настраивается на позитивный лад и как бы в курсе всех событий с этими видео. Это хорошо, молодец. Да, он шикарен. Много, ну немного, а несколько раз подряд ты подвергался DDoS. Ты как-то борешься с этим? Ну, то есть ты пытаешься что-то сделать, там, я не знаю, что именно, может быть, там, Вуду изучить или что-то. Ну, как вот на Na'Vi и ты лично пытаешься избавиться от проблемы DDoS? Ну, тоже рассказывать о том, как мы пытаемся это сделать, не надо, потому что, значит, будут обходные пути искать. Но да, делаем, в офисе совсем все хорошо, то есть, по сути, ну, несколько попыток защититься у нас есть. Дома у меня я тоже там сделал пару приемчиков, ну, пока не додосили, надеюсь, так будет и дальше. Сегодня утречком или даже ночью вышел новый патч, соответственно, я не знаю, там, по-моему, в самом балансе он ничего не поменял, но там многое в плане именно графики, там, с точки зрения зрительского удобства он сделал. Если ты читал что-то об этом или там изучил уже патч, поделишься своими мыслями? Если читал, конечно. Нет, я не читал. Ну, конечно, да, что там. Окей, тогда едем дальше. Соответственно, вы играли с НИП, потом вы играли с Burden United, по-моему, да? Там они сейчас продолжают там этого месива в нижней сетке. Как ты думаешь, кто там выйдет? Ну, скорее всего, НИП. Они, ну, объективно сильнее всех и... Ну, то, что они нам проиграли, как бы было 50 на 50. Мы сыграли чуть лучше и хорошо, ну а так они заслуживают выхода. Да. Здесь на DreamHack в плане организации тебя все устраивает? То есть компьютер нормальный, ничего не лагает там? Или есть какие-то минусы, там холодно, или там фанаты пристали, фанатки? Да нет, в принципе, все нормально. В этот раз, это первый раз за 47 DreamHack'ов, которые я посетил, мы живем в этой Элме, ну, в этом Скандике.
идти 5 минут, то есть ты, если приезжаешь на DreamHack, ты уже не остаешься там на весь день, ты можешь комфортно пойти там в отель отдохнуть между играми и так далее. Вот, надеюсь, это будет как бы решающим хорошим фактором. А в целом, все как всегда, эти грязные люди, которые сидят там трое суток, не мывшись, ничего. Вот. Одна и та же еда. Я уже сегодня эту как бы церемонную шаурму съел, которую тут каждый раз все заказывают. Там еще с кейсерами, когда были в 2010 году, в 2011 или 2012 году, на одном из первых вообще дримхаков, они мне ее показали, и мы каждый раз ее едим. Вот, ну какая традиция. Окей, International, ну я не буду спрашивать, кто победит, это абсолютно бред. Твои ожидания от того, насколько большой будет призовой фонд? Ну то есть сейчас уже 13 миллионов, до International еще там 2 месяца почти. Как думаешь, какой он будет итоговый? Потом проверим через 2 месяца. Ну, ты дошел месяц и 10 дней. Ну месяц и 10 дней, хорошо, Вот. окей. Слушай, ты знаешь, сколько до International дней, прям месяц и 10, но про патч не читал. Это очень многое говорит, но тем не менее, как думаешь, сколько еще люди закинут бабок? Я думаю, еще закинут. Сейчас же вроде как уже каких-то сокровищниц не будут добавлять, или же там что-то там будут, но основной бум прошел уже. Люди заказывали там очень много на квалификации, потому что можно было делать ставки, там выпадало, и они какие-то делали бонусы. Сейчас, ну, как бы пассивно идет наращивание этих денег, то есть там кто-то покупает, кто не успел, там вот мне люди до сих пор пишут, что ой, недавно только купил компендиум, там типа что делать, как его использовать. Я специалист Что по за люди компендиумам, да. такие? Ну, друзья мои из реальной жизни, которые ну, Не меньше играют в соображают. Ну, они как бы, да, там просто купили, что, ой, круто, компендиум у меня есть. Вот. Но еще будут покупать. Я думаю, тысяч до миллионов до 17 дойдет. Ну, это интересный прогноз. Потом, собственно говоря, сравним. Дота меняется сейчас довольно быстро. Как с этой дотой поменялась твоя игра, как кэри? В ней какие-то произошли радикальные изменения? Или так же, вот как, собственно говоря, ты ничего не делаешь, а потом там в паре игр там, вылезаешь из леса там, в 6 слотах? Что изменилось для тебя, как для кэри, со всеми этими патчами? Ну, тяжело так сказать. В принципе, все осталось точно таким же, просто... Тебе стало легче или сложнее? Или так же? Скорее легче. Люди поменялись. Пусть там мы не показываем даблых результатов, но стало комфортнее, удобнее общаться. И то есть, в целом вы какого-то достигаете понимания друг с другом. И я думаю, что дальше, если мы не перессоримся и так далее, то будет только лучше. Вот. И, как для кэри роли стало играть немного тяжелее, потому что, то есть ты должен бить крипов, а за крипов денег дают меньше намного. То есть тебе нужно драться. Я люблю драться, то есть для меня это легче, но не всегда как бы враг тебе позволит и так далее. Сейчас люди стали адекватнее, и они понимают, что там, если у врага, у кого-то там 5 на 5 лучше, то они тебя будут максимально доджить. Ну и ты вот при выборе крипы, герои, что делать, как, куда, можно пару раз допустить ошибочку и в итоге проиграть. Я видел, ты там, было несколько игр на Лишраке, то есть потом-то уже понятно было, что он заходит нормально, но когда тебе первый раз пикнули Лишрака, у меня, по крайней мере, какого хера, то есть что происходит? А вы как бы были готовы к Лишраку, или вы так решили попробовать его, там, как зайдет? Как только вышел Актарин, и что там еще ему поменяли, эту молнию опять апнули, замедление, я сказал, что это имба-герой, мне он зарандомил, я его в пабе, поиграл, вот, я вообще там всех поубивал, еще пару раз пикнул, поиграл. Мне понравился, я говорю, он будет, пикайте меня как кэри, буду всех убивать. Они, да-да-да, конечно, и в итоге мы играли без него. И тут против кого-то мы просто смотрели игру, где, по-моему, китайцы какие-то вичи против кого-то. То есть, как для людей авторитет, да, когда кто-то поиграл. Когда я им кто-то, но не хвост. Не то, чтобы они мне не доверяли, мы играли им, но в официалках до этого не пикали. И тоже играли, там я бегал 25-0, но не внушил это им доверие. Вот. Увидели, я говорю, что? И там кому-то из них понравился Shadow Demon, и получился Shadow Demon, Лишрак, прячешь, станешь, ура, у нас получается. Вот, и в итоге стали брать его, он имбовый сейчас, просто очень легкий герой в плане того, что вначале, да, там ты можешь станами промахиваться и так далее, но ты можешь просто кастовать молнии, если ты знаешь о возможностях своего героя.
А в лейте, ну, нажал ульт и побежал. Ну, да. И тебе ничего не надо делать. Ну, я люблю таких героев. Вот. Момент с инвизом на Рошен Пите, там, ну ты помнишь, да, когда ты там убил 4 или 5, ты вот в такие моменты какое-то легкое волнение ощущаешь, какую-то ответственность, что сейчас можно убить 5, но надо все сделать идеально, или просто уже там на пофиге таком легком? Ну, там вообще вся игра у меня очень хорошо получалась. Там я и станами попадал и так далее. Там Феникса в полете станил. Вот, привет, Фобос. И, ну, в общем, хорошо все шло на Рошпите. Там, я знал, что есть сентри, но я не знал, где именно. Я взял этот инвиз, то я примерно предполагал, что они не знают, что я в инвизе. Ну, мы даже пересматривали потом реплей от их лица, там буквально 0,5 секунд они меня видели. И я потихонечку подходил к, ну, вот это, к Рошпиту и по краешку, ну, смотрел, то есть... Бочком так. Ну, да, там профессиональные игроки разводят тебя, да, когда они тебя видят и так далее. Ну, то есть они сделают то, что не видят, заманят тебя, ты пойдешь и убьют. Но там, когда ты так вот движешься, то тебя, ну, как бы тяжело они так сделать. То есть кто-то автотачит, кто-то там замахнется, еще что-то сделает. Я смотрел, никто не замахивался. Я зашел в Рошпит, думаю, застилю Аегис. Потом смотрю, они, ну, просто, ну, такие булочки. И я не понимаю, кто у меня жив. Потом смотрю еще Паник. Ну, я говорю, Паник, жди, сейчас и застанет, там ворвешься. И они его увидели и убили. Я думаю, ну, ладно, еще один пропал. В итоге, по-моему, только я и Дэнди был жив. И кто-то там еще резнулся, Акбар, по-моему. И Дэнди говорит, застанешь их? А я что-то даже не думал, буду воровать Аегис. Я думаю, ну хорошо, все, погибли все, ну, пошло. А в такие моменты, ну вот когда такое что-то происходит, в команде какой-то выплеск эмоций есть, кто-нибудь встает, орет там или кричит что-нибудь, или так, ну, как бы, окей, вперед дальше. Ну, я как-то раньше очень много кричал там и так далее, да, обидные вещи в сторону врагов. Сейчас как-то потише, поспокойнее, ну да, для поднятия морали это можно сделать. Дэнди постоянно орет всякий бред. Дэнди понятно, да. А он наоборот. Даже когда не в те моменты, может быть. Он наоборот, он раньше молчал, а сейчас что-то его пропирает. Вот, а так, ну, все кричат там, это классно, когда, ну, что-то получается, да, и тем самым ты приносишь команде победу, это хорошо. Несколько новых айтемов появилось, то есть тоже сказал про Octarian Core, там еще, по-моему, их 6 вышло, сейчас еще там осталось 5. Ну вот если брать с точки зрения именно там имбы, какой из этих 6 Octarian Core уже откинем, понятно, что он для тебя имба или шрак, какой из этих предметов самый анбалансный на данный момент, если такие вообще есть? Может, Клоака там? Ну, Кейпа, да, крутая. Пусть ее там уже понерфили и так далее, но все равно это хороший айтем. То есть я рад, что его ввели. Пусть я его ни разу не покупал, по-моему, за всю... Не, один раз покупал. Ну, я знаю, что он делает, это уже хорошо. Да, это, кстати, уже успех, я согласен. Вот. Начало положено. Потом супер медалька мне нравится. Как она называется, я не знаю. Это не важно, главное, что... Да, люди знаешь, поймут. Что она делает? Знаю, что она делает. Тоже уже. Не до конца, но медальку знаю, значит, это супер медалька, значит, что-то там еще больше. Еще ну, в общем, круче, крутая да. какая-то штука. Вот, ее собирать выгодно, она тоже по кусочкам собирается, то есть с суппортом можно это делать, и пользы очень много вносит, как это с Лордара минус армор, грубо говоря, там с мясами, ну, крутая тема. Потом, вот этот артефакт я точно не знаю, как называется, я очень мало видел, что его собирали, но он отражает пылы. Вот. Да. Я видел в WTF Moments, когда там это... Тосом перекидывались? Нет, спиритбрейкер кастует на шейкера, разгон свой, шейкер от Octarian бежит тоже на спиритбрейкера. Да. Смешно. Да, в доте стало больше айтемов, несмотря на то, что ты не знаешь, как они называются, и не знаешь, что некоторые из них делают. Это профессиональный игрок, Я если все что. знаю, что делает. Название просто тяжело пока даются. Ладно, а мека сколько стоит? Ну, откуда я знаю, сколько мек? 250 или 225, ну что-то вроде этого. Мека? Да, дорого теперь стоит. 2200. Нет, маны сколько она стоит? 225. Кулдаун 60 секунд. Смотри, ну про игрок. Окей, Саш, спасибо тебе огромное за интервью. Привет и пожелания, благодарности, признания в любви, там что-то еще. Ну, ты сам меня подставил. Спасибо всем ребятам, кто за нас болеет. Спасибо спонсорам. Признание в любви девушке своей Насте. Вот, очень тебя люблю. Спасибо маме, что смотрит и болеет за меня и переживает. Вот, да. Да, кстати, мама Дэнди передавала, чтобы ты рапира не терял. Ну, ты теперь в курсе, я думаю. Она уже неоднократно мне передавала. Она с днем рождения меня поздравляет, там, с Новым годом, мне туда-сюда. Про рапиры каждый раз пишет. Так что, да, мама. Ну, в общем, не теряй рапиры. Удачи завтра. Спасибо. Жду на первом месте.